Красное море привлекает своим многообразием красок и считается самым красивым в мире. Многие туристы, оказавшиеся в Египте впервые, увидев разноцветных коралловых рыбок, пытаются их потрогать, тем самым очень рискуют. Угроза таится в оперении и плавниках, которыми они или защищаются, или убивают свою жертву. Конечно, не все морские жители опасны. Опасная рыба, поджидающая вас в водах Красного моря, иногда может быть очень коварна, поэтому прежде чем трогать, увидев что-то красивое впервые, задумайтесь, чем может обернуться ваше любопытство. Я вам расскажу о жителях подводных глубин, которые представляют опасность. Арабский хирург или аравийский хирург, он же хирург Сахал, он же Сахал. Общая длина тела до 40 см, под грудными плавниками оранжевые пятна, вокруг выемки, с шипом на хвостовом стебле короткая продольная оранжевая красная полоса. Аравийский хирург заслуженно получил свое имя за острые шипы, расположенные по бокам ближе к хвосту, обычно оранжевого цвета, по остроте сравнимы со скальпелем. Наиболее часто рыбьи травмы туристы получают от рыбы-хирурга. В семействе хирургов насчитывается 6 родов и 82 вида рыб. Их длина, в зависимости от вида, колеблется от 10 до 100 см, а окраска самая разнообразная. Свое название получили за имеющееся у них грозное оружие. Острые, как скальпель, шипы. Они расположены на хвостовом стебле в специальных выемках по бокам. В спокойном состоянии эти скальпели прижаты к телу. В случае опасности или нападения они резко поднимаются и при мощном движении хвоста могут нанести серьезные раны. Впервые увидев эту разноцветную рыбу на мелководье, турист с восторгом наблюдает, как она резвится в воде и даже как дрессированное животное умеет описывать круги около ног. Но иногда восторг может смениться менее положительными эмоциями. Рыба-хирург по необъяснимым причинам способна нанести резаные раны неподвижно стоящему в воде и не провоцирующему ее человеку. Своими острыми шипами она легко прорезает защитную обувь, и для зашивания нанесенных ранений потребуется помощь уже другого хирурга из медицинской клиники, а токсичная слизь, покрывающая шипы, при попадании в раны вызывает сильную боль и заражение. Но даже после легких ранений вас ожидает букет неприятностей. Сильная боль, особенно если раны не были своевременно промыты и обработаны. Необходимость посещения медицинского учреждения для квалифицированной обработки ранения и наложения швов. В противном случае рана будет плохо заживать. Сама операция не очень болезненная, но послеоперационный период будет довольно скверным. Свою порочную репутацию мурены получили не совсем заслуженно. Несмотря на свой жуткий вид, они не нападают первыми, только если дайверы не проявляют к ним повышенное внимание, провоцируя, раздражая или пытаясь покормить этих хищников с рук. Кормление мурен весьма впечатляющее зрелище, но всегда представляет определенную опасность, поскольку поведение этих рыб трудно предсказать. Несмотря на отсутствие ядовитых зубов, укусы мурен очень болезненны и долго не заживают. При укусе мурена виснет на жертве мертвая хватка, подобно бультерьеру, при этом трясет челюстью, нанося рваные раны острыми зубами. Освободиться самостоятельно обычно не удается, требуется помощь. У леопардового электрического ската по бокам тела между головой и грудными плавниками расположены почкообразные парные электрические органы, состоящие из видоизмененной мышечной ткани и производящие биоэлектричество. Скат представляет опасность для дайверов и рыбаков. Прикосновение к нему может вызвать поражение электрическим током, однако статистика о смертельных случаях отсутствует. Синепятнистый скат-хвостокол
живет на глубине 20 метров. Эти рыбы любят отдыхать, зарывшись в песок в полосе прибоя. Если пройти рядом с местом лёжки, хвостокол, испугавшись, может ударить хвостом. Шип способен пробить даже толстую кожаную обувь. Яд вызывает резкую боль, снижение давления, рвоту, паралич. Бывают случаи гибели после атаки хвостокола. У пятнистого орлика ядовитые шипы расположены не на кончике, а у основания, но хвост служит для фиксации жертвы. Яд по составу схож со змеиным. Травмированному человеку требуется немедленная госпитализация. Последние события в Красном море, когда несколько человек пострадало от нападения акул, заставили обратить внимание общественности на этих рыб. В основном жертвами становятся купальщики, которые ныряют в воду с арендованных яхт, при этом не имея понятия о повадках морских обитателей. Крылатка – рыба-лев, рыба с перьями. Зебры ее сравнивают из-за полосатой раскраски, состоящей из серых, красных, коричневых полос, со львом из-за длинных вероподобных плавников, которые придают рыбе видимость своеобразной гривы. Крылатка из-за больших грудных плавников, напоминающих крылья. Кстати, перья не только прекрасны, но и очень опасны. В этих роскошных плавниках таятся острые иглы с ядовитыми железами. Один легкий укол, и у человека резко ухудшится самочувствие. За резкой болью следует ухудшение состояния, которое заканчивается параличом скелетной и дыхательной мускулатуры. Длинношипые рыбы-ежи ведут одиночный, преимущественно ночной образ жизни. Днем прячутся в расселинах, пещерах и под скальными выступами. Максимальная активность наблюдается на рассвете и на закате. Питаются преимущественно морскими ежами, брюхоногими и ракообразными. Кожа внутренности могут быть ядовитыми из-за накопления тетрадотоксина. Свое название звезда терновый венец получил за множество острых игл, покрывающих все его тело, за исключением брюшной поверхности. Эти длинные 3-сантиметровые иглы, они не только острые и ядовиты, у их основания располагаются ядовитые железы, яд в которых может вызвать серьезное отравление человеческого организма. Поэтому с этим морским обитателем следует быть весьма осторожным и не брать его голыми руками. Самыми крепкими и в прямом смысле слова пожизненными узами связаны лимонные масковые рыбы-бабочки. В случае смерти или гибели одного из супругов второй тоже умирает. Масковый кузовок. Необходимо помнить, что в коже и печени иглобрюхов содержится сильнейший яд – тетрадотоксин, поэтому категорически нельзя употреблять его в пищу. Рыба-попугай ведет дневной образ жизни, а ночью спят в укрытиях кораллового рифа, в облаке слизи, которую они сами создают для защиты от хищников. Рыбка обволакивает себя слизью целиком, затрачивая около получаса. Чтобы утром выбраться из своей желеобразной защиты кокона, у нее уходит такое же время. И опасно. Двустворчатый моллюск тридокана к опасным представителям обитателей Красного моря причислен условно. Даже при неосторожном хождении на мелководье во время отлива есть возможность попасть в такую мышеловку. Конечно, такая гипотетическая возможность наступить на раскрашенный капкан сильно преувеличена, однако факты примеров тупой беспечности существуют. Случаи гибели попавших в ловушку захлопнувших створок ныряльщиков нередки. Нож практически бесполезен, так как длина лезвия не позволяет достать до стягивающих мышц гигантов. Есть описание реальных случаев, когда ради собственного спасения дайверы вынужденно отрезали себе часть руки или стопы. Оранжевополосый баллистам
очень опасная и агрессивная рыба. Ренекан Пикассо. Рыбы защищают свою икру в высшей степени агрессивно, нападая даже на ныряльщиков и пловцов. В случае опасности могут издавать жужжащие шумы. Чернокрапчатый ворчун. Это имя он получил за звуки, которые слышны при раскусывании коралла. Рыба безопасна. Пятнистая рыба-шар. Морские ядовитые рыбы, способные раздуваться при опасности. Из-за этой способности получили название рыба-шар. Шипы, печень, яичники и кожа содержат сильнейший яд. Красноморская парусовидная рыба-бабочка абсолютно безопасна. Первое, что вы увидите, когда нырнете в Красное море, наглая морда полосатого абудевдуха перед самой маской. Эта рыба встречается в Красном море в огромном количестве. Рыб-сержантов очень любят кормить туристы, потому что этот маленький болван ест все, что движется или плывет мимо. Красное море уникально в своем роде. Во-первых, оно очень соленое. Во-вторых, самое теплое на планете. И, наконец, самое чистое. Только в таких тепличных условиях способны расти кораллы. Очень часто коралловые колонии достигают огромных размеров и весят десятки тонн. В них находят кров и корм великое множество морских тварей, рыб, моллюсков, черепах, змей. Одних только рыб здесь 400 видов. Молодые кораллы удивляют разнообразием форм и цвета. На радость ныряльщикам большие рифы образуются на малой глубине. Водоросли, без которых жизнь кораллов невозможна, нуждаются в солнце. Иной раз, чтобы оценить богатство подводного мира, и плыть-то никуда не нужно, рифы начинаются прямо у берега на отмели. Не всякий нерадивый ныряльщик, отламывая изящную розовую коралловую веточку, подозревает, что губит живое существо. Огненные кораллы получили свое название не из-за цвета, а благодаря той самой жгучей жидкости, которую они выделяют из щупалец. При соприкосновении с телом человека они легко обожгут ядом. Эти кораллы отличаются такой красотой, что многие не могут удержаться от соблазна оторвать кусочек на память, и после этого им приходится долго жалеть об этом. Вы, наверное, можете представить, как бывает больно после соприкосновения с раскаленным до красна железом. Вот примерно такие же ощущения и от ожога этим кораллам. Нередко после ожогов на коже образуются долго не заживающие язвы. Случаев смерти от яда кораллов не зафиксировано. Но умереть все равно можно, ведь боль случается такой силы, что можно просто впасть в состояние шока или потерять сознание. А ведь находясь на глубине, это убийственно. Если рядом нет никого, кто мог бы помочь, можно не всплыть на поверхность. Как ни странно, несмотря на название, огненные кораллы вовсе не являются кораллами. Живут они среди настоящих кораллов, но сами являются ложными. Они представляют собой колонии полипов, которые похожи на огромные ветвистые известковые деревья. В
колонии живут два типа полипов. Внутри располагаются те, которые отвечают за размножение и переваривание пищи, а вот снаружи самые опасные. Со стрекательными клетками содержит сильный яд, они ловят добычу и охраняют весь коралл, жаля любого, кто осмелится прикоснуться. Раны, полученные при соприкосновении с этим кораллом, болезненные, обычно неглубокие, но заживают они долго. Рыбка-клоун известна своим симбиозом с ядовитыми актиниями. Все молодые особи этой рыбы – самцы, однако в течение жизни рыба меняет пол. Стимул для смены пола у самца – гибель его самки. Сам по себе не опасен, а вот до его дома актинии дотрагиваться нельзя ни в коем случае. Рыба-рашпиль известна как промысловая рыба и как объект спортивного и любительского рыболовства. Однако есть сообщение, что мясо этой рыбы вызывает патологическое заболевание, возникающее при употреблении в пищу рифовых рыб, в тканях которых накапливается особый биологический яд – сигуатоксин, выделяемый водорослями. Заболевание развивается через 6 часов после употребления рыбы. Преобладают симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Если на своем пути вы встретили одно из вышеперечисленных существ, не паникуйте, а любыми способами постарайтесь избежать физического контакта с ним. Если вы получили ядовитый укол, то следует незамедлительно обратиться за профессиональной медицинской помощью. Следует помнить, что яд, например, крылатки, относится к нейротоксинам и разрушается при нагревании, поэтому обожженную часть тела надо погрузить в очень горячую воду, какую только можно вытерпеть, а в воде растворить какое-нибудь окисляющее вещество, нейтрализующее яд. Также хочется напомнить про еще одну опасность, связанную с животным миром Красного моря. По египетским законам запрещено вывозить кораллы и раковины, даже найденные на берегу. Штраф в этом случае может достигать $1000. Вы не сможете вылететь из Египта до окончания следствия и получите штамп в паспорте, что въезд сюда для вас закрыт. Логично, что увидев все богатство подводного мира Красного моря, сразу возникает желание приманить рыбок и рассмотреть их поближе. А самый простой способ это сделать – приманить их кормом. Почему же нельзя кормить рыбок? Почему и за что в Египте за кормление рыбок грозит фантастический штраф? Если поискать в интернете по запросу «нападение акул в Египте», то все быстро становится на свои места. Если по этому вопросу открыть Википедию, то там приведена одна из версий нападения акул на туристов в районе Шарм-эль-Шейха. Версия причин нападения акул на людей в Красном море: с кораблей в районе курорта в воду сбрасываются мясные отходы, это привлекло в район акул. Тут и прослеживается четкая логическая цепочка с запретом подкормки рыб. Мелкие рыбешки собираются вокруг пловца, кормятся и шумят. Это привлекает крупных хищников, а те готовы вцепиться в любого, кто не успел уплыть. А медленнее всех плавает, догадайтесь, кто? Человек. Приманивая едой всевозможных больших и маленьких рыб, мы приучаем их к мысли, что человек – источник пищи. Маленькие рыбы вырастают в больших, а инстинкты остаются. Понятное дело, почему об этом не рассказывают гиды, ведь нападения акул случаются каждый год, об этом и так трубит желтая пресса. Опасность познакомиться с морскими хищниками действительно велика, так что нас просто не хотят пугать. Однако, кроме акул, есть еще и причины не кормить рыбок. Все-таки акулы редко нападают на людей, но в морях-океанах огромное количество морской живности нападает на людей всегда и везде. Акул мы инстинктивно боимся.
и выглядываем их плавники за сотни метров. А что рыбки? Они же милые, но вот как раз они еще более опасны. Кормить рыбок нельзя, это реально опасно для жизни. И, наверное, лучше бы египетские гиды честно говорили правду. Тогда желающих потрогать, покормить рыбок точно поубавилось бы. А вот стоит ли купаться в море, решайте сами. На этом наше путешествие по Египту не заканчивается. Надеюсь, мое видео поможет вам правильно спланировать ваш отдых. И вы обязательно приедете в Египет. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всего вам доброго, до новых встреч!